чего он делается, вы знаете прекрасно, да, наверное? Для того, чтобы, в первую очередь, для того, чтобы не принимать удар в ноги и продолжать движение вперед. То есть, благодаря роллу мы снимаем нагрузку с ног, переводя ее в вращение. И в состоянии сразу же продолжить движение. В основном, с точки зрения эффективности, ролл эффективно выполнять тогда, когда у вас есть движение вперед, когда вы прыгаете с какой-то высоты. Это одна из наиболее эффективных техник. Соответственно, для того, чтобы сделать ролл, нужно запомнить несколько очень важных моментов. Момент номер один. Ни в коем случае нельзя сначала приземлиться, принять нагрузку, а потом уже уходить в ролл. Нельзя, потому что это не имеет смысла, вы уже приняли удар. Нельзя приземлиться, присесть, уйти в ролл и так далее и тому подобное. Положение тела, прежде чем делать ролл, должно быть наклоненным. То есть туловище, верхняя часть, находится под углом по отношению к нижней части. Для чего это делается? Это делается для того, чтобы сразу же при касании ногами, ноги должны быть полусогнуты, при касании ногами вас автоматически уносило вперед. Понятно? Чтобы не было никаких задержек. Итак, приземлились, да? Ушли в ролл. Здесь очень важно понимать, что желательно, чтобы как раз толчковая нога, сильная нога и сторона вращения совпадали. В этом кроется очень-очень много всего. Сейчас начну с минимума. Минимум заключается в том, что почти всегда, когда мы приземляемся на каких-то относительно больших скоростях, мы приземляемся почти всегда не так, что у нас ноги находятся на одном уровне, а инстинктивно получается, что одна нога выставляется чуть-чуть вперед. Толчковая нога выставляется чуть-чуть вперед. Вот так. Это во-первых. Во-вторых, когда мы делаем флай-ролл, мы его делаем с разбега обычно, делаем с разножки. При этом, опять же, сильная нога оказывается впереди, и куда удобней делать ролл через идентичную сторону, через одноименную сторону. Это во-вторых. Дайв ролл тоже для стабилизации. Если мы делаем дайв ролл, для стабилизации очень часто используется задняя нога, соответственно, опять же сильная нога впереди. Если мы делаем какой-то волл-ран с продолжением на ролл, по нашей технике получается, что наверху мы сильной ногой толкаемся от стены, не толчковой ногой машем, и опять же намного проще получается через этот мах уйти в ролл через одноименную сильной ноге сторону. Вот это как минимум три аспекта, почему желательно отрабатывать именно так. На самом деле этих деталей, этих нюансов очень-очень много. Так вот, как его делать? Для начала следует присесть и поставить руки. Руки мы кладем не прямо под себя, а немного вперед. При этом та рука, через которую мы будем вращаться, ставится пальцами на сторону вращения. Дополнительная рука может смотреть вперед. Мы должны принять, во время ролла, часть нагрузки на руки и уже потом перекладывать себя на лопатку. Что очень важно, это нельзя биться плечом. Это может привести к очень большому количеству травм, в том числе к перелому ключицы, к разорванному плечу и так далее и тому подобное. Об этом я говорю, исходя из общения с другими трейсерами, достаточно опытными, которые в тех или иных обстоятельствах, делая ролл, врезались плечом. Вот. Соответственно, мы приземлились, у нас получается постановка рук, и мы перекладываем себя на лопатку. Что очень важно? Очень важно, что спина во время ролла должна скругляться. Ее ни в коем случае нельзя оставлять прямой. Если ее оставить прямой, то получится, что мы положили себя на лопатку,
остальное тело просто врезалось в землю. Для того, чтобы не биться костяшкой таза, желательно делать ролл чуть больше через бок. То есть вот мы приземлились, да, поставили руки у нас амортизируют, локтем мы не бьемся, потому что амортизируя, мы как бы перекладываем на внешнюю часть предплечья. Перекладываемся на лопатку и делаем через боковую часть. То есть вот у нас идет вращение, мы уходим чуть больше в горизонтальную плоскость, и получается, что в верхней части спины позвоночник у нас защищается лопатками, он в углублении. Когда мы перекатываемся через лопатку, мы его не задеваем. Голова у нас наклонена в бок, поэтому возможности врезаться головой в пол у нас тоже практически нет. А чуть дальше у нас более горизонтальная плоскость, и вращение проходит, не задевая эту кость таза. Понятно? Для того, чтобы быстро продолжить движение, очень важно выходить из ролла не по вертикальной плоскости, не вот так, как это очень часто делают во всяких видосах, а через бок, через бедро. Вот здесь. И получается, что у нас естественным образом продолжается инерция, мы ничем не бьемся, потому что на вертикальном выходе мы будем перекатываться через косточки таза и через копчик. Соответственно, получается, что если мы вращаемся через, например, правую сторону, если сильная нога правая, то правая же нога у нас вытягивается вперед и сразу же выставляется на шаг. То есть вот мы приземлились, да, мы приземлились, ушли в ролл, правая нога впереди. Приземлились, ушли в ролл, и мы можем очень эффективно продолжать движение, если делаем именно так. Если же мы делаем через вертикаль, то это, в общем, гарантирует, почти всегда гарантирует кучу травм мелких, которые будут накапливаться. Если с высоты, то, в общем-то, очень важно, как раз во время приземления тело было бы наклонено немного вперед, и мы бы это дело использовали, целенаправленно амортизировать не нужно, пришли на полусогнутые ноги и сразу же уходим в ролл, моментально. Эта же техника наклонения тела вперед позволяет использовать ролл, даже если прыжок производится вертикально, сверху вниз, без какой-либо горизонтальной скорости, которая обычно нужна для выполнения ролла. То есть даже если мы прыгаем сверху вниз и просто наклоняем тело вперед, нас по инерции будет нести. Сейчас я не использовал руку, я ее сразу убрал. Здесь просто слишком маленькая скорость. Но если делать именно с приемом нагрузки, разница, наверное, видна, хотя не выглядит. Окей, пока пробуем делать.